Уважаемые наши зрители, поздравляем вас всех с наступившим 2026 годом. Пожелания у нас к вам очень большие. Здоровья. Можно я присоединюсь тоже? Можно. Аж перебивает. Ну, поздравить подписчиков и наших подписчиц. Ну, для тебя особенно. самое главное. Да, я их всех обнимаю и целую. Валя, гипотетически. Понятно. Гипотетически, не переживай. Вот. Я не переживаю. Так, что у нас? Сегодня у нас, как всегда, я в прошлом видео говорила, что у нас в ближайшее будущее состоится посадка, пересадка, плюс еще я тут кое-что подкупила. И буду сейчас хвалиться, что я купила в этом году уже. Да, ну, Полно посылок пришло, я заказала через интернет. Вот заказала вот такую вот кокосовую специальную землю. Она без содержания торфа, очень хорошо она разлагается и она сохраняет влагу. Вот, смотрите, какая фирма. Если кто из Германии, то может тоже купить себе такую. Ну, в общем, благодаря вот этой кокосам идет аэрация корней большая и усвоение, хорошее усвоение питательных веществ и так далее. То есть вот это вот один пакетик 10 литров земли выходит. Стоит Ну, 10,70. Ой, Игорь, 10,70, правда. Ну, то есть горячей водой, вы знаете, горячей водой в огромном тазе или в огромной ванне залить, подождать, она набухнет, и потом можно пользоваться. Но сильно не надо заливать, постепенно, потому что влажная она потом начнет гнить и плохо пахнуть, я так думаю. Вот. Что я еще купила? Вот такой вот вермикулит, вы все прекрасно знаете. Это вот такое растение. Ой, растение. Это такая добавка в грунт. То есть она является натуральная, стерильная, как по рекламе написано. 25, по-моему, стоит. 25 франков мы отдали за это. Вот. Он безопасен в обращении, не имеет запаха, легкий, легко усвояется, содержит. Он впитывает питательные вещества с водой и их потом постепенно распределяет. Ну, то есть как запасник, будем так говорить, кладовая. Легко усвояется. Вот такой я еще купила гумус. Сколько я его купила? 25 франков, по-моему. Тяжелый. Вот. Он из органических веществ, переработанный червями. Вот. Что еще я могу рассказать про него? Ну, что он... Да. В общем, он очень полезен для растений, для корней, для усвояемости питательной. И 3 месяца он подпитывает растения где-то вот так, в этом общем итоге. Ой, тут еще вот такой грунт, Игорь, покажи. Я купила вот этот грунт. А, это целый мешок. Да, это Grow Mix. Он уже с перлитом. Тут кокосовый грунт. Вместе все очень легкий. Вы видите, он как... Выглядит. Да, он такой как пух. Вот. И здесь находятся кокосовые волокна, и они удерживают влагу где-то на 70%. То есть хорошо, очень хорошо подходит для сансеверий и для других. Вот. Это кокос, вы знаете, кокосовое волокно происходит из волокна кокосового продукта вот этого и добавляется в грунт, и уже нашло очень большую поддержку у цветоводов. Я вам скажу, я всегда пользовалась грунтом, который я покупала в садовых центрах. Но сейчас я хочу перейти постепенно на вот такой вот кокосовый грунт. Почему-то он более питательный и от него растения не так болеют, как от других. Ну, известно, вы знаете, что я еще добавляю длительные добавки все равно, вот эти вот фердюнер, как удобрения, вот. Немножко добавим сюда. Сюда перлит, вермикулит не буду добавлять, тут уже есть все. Вот, в принципе.
Добавлю еще угля. Я его везде добавляю, тут он уже кончается. Сейчас. Эконом хоть, Валь, сейчас опять покупатель. А его же тут нечего экономить, Игорь Иванович. Дальше добавлю сюда еще немного. Видите, у меня еще остатки с прошлого года. Вот этот хумус, вот это кокосовое еще тоже в земле чуть-чуть осталось. Вот. И тут еще с цинком. Я сейчас немножко также добавлю этот грунт Валя, ну сюда. это все прошлогоднее. Ну и Там что? есть, Дата использования. да. Все нормально. Тут вообще очень хороший вот этот грунт. Я очень им довольна. Серамис. И вот он с цинком. И вообще для растений, для корневой системы он очень хороший. Также я еще купила вот такой вот порошок для хорошего укоренения. То есть вот, например, мы срезали растение. Вот такое вот, это я сегодня буду сажать. Макаем и ставим в воду или уже можно в грунт. И он помогает также хорошему укоренению. Я давно за ним уже пробовала китайские, всякие, попробую еще этот. Нет, ты знаешь, вот лошади, Угу. лучшее удобрение это лошадиный помет. Вот, долго ты думал. Да. Слушай, а у нас же рядом тут это, лошадиная Да станция. вот я пробежку делаю, там кое-где бывает, попадается он. Валя, может со мной Да. побежать и насобирать. Слушайте, ну такой легкий вообще. Грунт вообще легкий. Ну и сейчас мы не будем ударяться в поэзию, о помете лошадином и так далее. Сейчас мы сделаем будем делать посадку. Правильно, Игорь Иванович? Да, Валя. Ну, если ты хочешь, мы можем продолжить. Как ты пробежку делаешь. Сегодня у нас пересадка. Вот это сенсеверия, зилбер-бланш, бранч. Вот такая вот сенсеверия. Она уже давно прошла у меня и этот осмотр, и санобработку. И видите, она тоже в каком-то оранжевом грунте, но что у нее очень плохо? У нее отсохшие корни. Покажи, Игорь, вот. Они прям отваливаются, видите? Сено. Сейчас мы его не будем дальше тормошить. Может, там какие-то корешки еще остались. Без лошадиного помета вот такой. Слушай, вот это ты грибы посадил, туда надо было лошадиный помет. Вот горшочки я выбрала вот такие, чуть побольше, чтобы быстро не пересыхало, вы знаете. Сейчас на дно побольше насыплю и потом поставлю вот сюда так. Надо еще чуть-чуть подсыпать, чтобы он дал корнеобразование. Посмотрим. Но все хвалят вот такой вот кокосовый грунт для сансеверии. Хорошо. Вот. Конечно, вы можете сказать, горшок большой, но сансеверия это, я уже рассказывала, что они имеют такую особенность разрастаться в бок. И я не хочу каждый год, каждые 3 месяца делать пересадку им. Посадила, там он у меня некоторые уже сансеверии выдавливает. Ну, вы просили показать мои все, у нас опять будет перестановка, мои все растения. Вот, в ближайшее время будет перестановка. В феврале, да? Потому что мы будем менять перестановку из-за того, что у нас интернет не везде работает во всех этих комнатах. Мы взяли не тот интернет, провайдера, не того. И теперь мне пришлось со своим бюро переехать к цветам. И сейчас мне так неудобно там работать. И буду я потом, после перестановки, я вам сделаю обзор обязательно. Потому что мы, наверное, уберем все цветы в одно место, и пускай они там... Не получится в одном. Не получится? Ну, конечно, сколько. Вот. Тут более-менее ситуация. Вроде корешки лучше. И сам он какой-то напитый. Но я поливала.
Он все равно. Вот такие загнившие листочки мы обязательно убираем при посадке сансеверии. Вот. Что, а с сансевериями я имею больше успех, чем с другими цветами. Ну, они выглядят хорошо. Да. Кактус похоронили. Не выросло у нас ничего с него. Пробовали, разрезали, посадили в песок, посадили все, но нет. Видно, его уже долголетие закончилось. Умер от старости. Ну, это я сейчас смеюсь, а я была такая расстроена, когда первый раз увидела. Вот это вот все. Так, чуть-чуть немножко мы этот грунт притопчем, чтобы он был... Ой, а где же я аж потеряла это название? Вот тут. Зилбер. Вот так. Все это сегодня будет поливаться у меня обязательно. Грунт немного осядет, и все будет хорошо. Дальше вот этот альмонд Зилбер, как мне оно нравится. Покажи ближе. Ну, Очень это нравится. сансеверия. Да. Альмонд Зилбер. Вот. Я тогда, ну, когда уценка была, помните, я вам показывала, после уценки я купила. Вот. Сейчас мы его немножко. Ну, тут грунт абы какой насыпан, я вам скажу. Прям каменистая почва. А внизу вроде нормальная. Вот. Немножко растормошим. Ну, тут корешки хорошие. Ну, тоже не без, как сказать, урона. Такой вот. Знаете, какие корешки хорошие. Вот, я его посажу вот в такой вот. Больше не нашла. Все это у меня мытые горшочки. Я уже говорила много раз, я использую неоднократно горшки. У меня нету такого, что без конца их покупать. Хотя вот предыдущие я покупала на фломаркте керамические горшки. Правда, вот они, грунт легкий, они падают. При малейшей поливе, а жалко, когда растение начинает падать, потом начинает листья ломать. Сейчас мы его чуть-чуть притрамбуем. Ну, земля, этот грунт как пух, вот этот. Притаптывать получше, ладно. Да вот тоже. Притаптываем, Игорь Иванович, как можем. Уже мечтаем о весне, чтобы скорее перейти уже с кухни на балкон, правда. Уже до того... Оно ж все летит, все в кухне, весь мусор. Вот. Потом я вот тут щеточкой грунт. Вот. Я его постараюсь ровно поставить, потому что он что-то ложится на бок. Так, я вот этим придержу его. А нет, что-то он падает. Вот, они обязательно пойдут у меня в керамические горшки. Вот, и еще одна сансеверия. Это варигатная гуиненсис. Редкое растение. Я вам рассказывала, что это мне подарили в садовом центре. Ой, тоже все корни. Ну, видно, недавно сам пересаживал. А вот этот подгнил. Видите? Что там? Гниет. Мы сейчас прервемся, мне надо нож взять, зачистить. Иначе ему будет... Вот этот порошок и пригодился, видите. Он, видно, отрезал, не запечатал ничего и посадил. И подарил. И подарил. Ну, Игорь, дареному коню, знаешь,
Зубы не смотрят. Да, никуда Я ж не могла при нем это все распаковывать. Человек, может, и не знал, что он гниет. Вот, сажаем его в грунт такой хороший. И будем наблюдать за ним, потому что он у меня сразу сейчас под лампу пойдет, в тепло. Ну, тут у меня в этом грунте, что я сейчас намешала, и уголь есть, и все, так что я не думаю, что тут будет какая-нибудь беда. Ну, посмотрим. Жалко будет, конечно, если он погибнет. Хотя... Так, дальше. Начинаем, продолжаем. Значит, у меня стапелия дождалась. Игорь Иванович ее так любезно называет. Не буду повторять. Хорошая, корневая. Игорь, ты поближе показывай, а то у меня тут я загородки сделала. Вот. Там людям же интересно. Поближе от тебя не видно тогда. А мне не надо, меня зачем? Валя, ну мне же надо. Ты утром начинай смотреть до вечера на меня. Вот. Не буду сильно я ее отряхивать, все равно она пойдет в грунт, который я сделала специально для стапелей. Вы знаете, она в кактусовых грунтах не очень растет, поэтому я смешала грунт, кактусовый грунт, смешала с вот этим кокосовым грунтом, все вместе. И сейчас я буду наполнять и пересаживать. Я эту стапелью купила за 3 евро. Красивая. Хоть бы зацвела. Я люблю, когда она цветет. Вот. Сажаем в обыкновенный горшочек. Потом я посажу этот горшочек, поставлю керамический. Там ничего не отвалилось? Нет. Вот. И сажаем вот так вот. Очень хорошо. Тут специальный грунт для кактусов и суккулентов. И добавила чуть-чуть кокосового грунта. Ну, вот этого нового, что я сейчас вам перед этим показывала, я добавила для того, чтобы питался. Мне кажется, для него лучше вот все-таки нормальный грунт, чем один только для кактусов и суккулентов. Вот, стапелия готова. Дальше у нас будет следующий минеральный грунт. Минеральный грунт мы посадим. Вот этот вот синдапсус эпипремнум золотистый. Я его, видите, укоренила. И что-то пошло не так. Корни сверху растут, а снизу не так. Поэтому я его посажу в минеральный грунт с светильным поливом, как я обычно это делаю. Этот грунт уже добавлен фердюнер удобрения длительного действия. И плюс я еще добавляю, когда доливаю воду, добавляю специальное удобрение для водяных вот, растений, для водных. То есть те, которые сидят вот в таких грунтах минеральных, и им неоткуда брать питательные вещества, поэтому я добавляю вот такой вот. И хорошо растут, я вам скажу, на фитильном поливе. Очень хорошо растут растения. Это меня так выручает, любая поездка, любой этот я... Вот это очень хорошие горшочки. Видите, у них вывалился. Не очень хороший. Да высыпи лучше по новой. Ну, давай по новой. Сейчас я отсыплю. Ну, я, как всегда, внизу больше, а... Вот я же говорю, корни у него сверху растут, а снизу нет. Сейчас я... Валя, Мичурин завещал хорошо уплотнять, не жалеть растения, уплотнять почву. Ну, там слабые корни, Игорь. Нам в школе в начальных классах по ботанике Я просто... рассказывали. Вот видите, у него тут дырочки у этого горшка. Так, дырочки. И поэтому вода не зеленеет вот этих горшках. Очень удобный, очень хороший. Всё. Выписала на тему. Ясно. Вот, потом он пойдет на подставочку еще. И насыпала сверху
Так, дальше идут то же самое, все на полив такой. Это я уже подготовила специальные. О, какая корневая, мощная. Это алаказия. О, она в этом находится, в торфяном стаканчике, посмотрите. Убираю его. То загниет. Зачем они сажают? Убрала. Сейчас аккуратненько грунт уберу. Потому что думала червяк. Ой, чуть не убежала. А то такой корень темно-коричневый. Вот, немножко размотаем его. Вот так вот. Видите, корень. Какие хорошие. Могут быть уже и клубни. А вот он клубенек, видите? Я его заберу. И под лампочкой он быстро оживет. Вот так. Ну, Игорь, я когда работаю, я вообще молча работаю. Тут приходится что-то рассказывать. Тоже. Молча не пойдет, рассказывай что-нибудь. Ну, это алаказия. Досталась мне за 5 евро. Вот. Сейчас мы вот этот... Я ее хочу чуть-чуть заглубить. Потому что она, ну, вот, немножко высоковата. Пойдет вот так, видите? Корневая хорошая, жаловаться грех. Вот такой опять тоже пойдет на фильтр. Ой, на фильтр, на фитиль. И вот так вот мы сделаем. Так. Сейчас мы его засыпем, и он будет себя хорошо чувствовать. Растение, оно. Я говорю, он. Вы знаете, вот раньше, когда мы находились на своей родине, у меня речь была плавная такая, а сейчас вот с иностранными словами речь перебивается, и начинаешь заикаться. Это плохо очень. Дальше я хочу пересадить. Это я вырастила из клубня. Это, по-моему, алаказия Бентли. Насколько я думаю, потому что, видите, у нее обратная сторона такая вишневая. Ну, не знаю, она у меня была под цветом, но почему-то она вот так вот вытягивается, вытягивается. Я ее уже тут всячески крепила, ну, и она падает. Вот мы сейчас ее будем очищать. Я этот грунт опять назад высыпаю, потому что он... Приросла веревочка. Многоразовое использование. Вот. Видите? И вот маленький клубенечек. Ну, я не буду. Из такого ты вырастила, что ли? Да, только вот такого. С вот такого. Видишь? Ладно. А ты думаешь, для чего мы пластмассовые ящики покупали, как типа парничка? Они там еще стоят у меня сейчас. Вот. Я хочу его посадить в больший горшок под вот этот вот. И укрепить его таким вот горшком, чтобы он не падал. И чуть поглубже. Шнурок не надо туда? Не. Я потом все, Игорь, когда мы закончим, я начинаю потом еще поливать, подвязывать, укреплять. Что-то еще смотрю. Потому что, когда ты делаешь съемку, ты делаешь все быстро. Понимаешь? Валя, но все равно я же контролировать должен. Кто-то. Вот сюда пойдет. Смотрите. Там на дне есть свободное место. Я просто буду доливать воды, и он будет пить. Ладно. Вот. Ну куда? Это такой большой. Надо его
что-то делать. Ладно, будем придумаем. Алаказия. Да, это алаказия фрайдек, вариегатная. Как я вам в прошлом видео уже рассказывала, что, скорее всего, это клон. Игорь Иванович тут придумывал, что это мутант. Нет, это клон. Хотя, кто его знает. Но клубеньков я не вижу. Корневая очень слабая. Вот такая Да, вот. какой-то он, Валя, замученный. Знаешь, вот как будто ему что-то не хватает, правда? Да. Вот. Сейчас ему будет все хватать, потому что, скорее всего, ему нужно и полив своевременный, потому что все вот эти алаказии, они любят полив, чтобы не пересушить. Пересушил, корни погибли, все, на корни сбрасывает или листья, все, управилась. И она пойдет на подсветку также у нас. Видите, быстро, хорошо. Дальше идет монстера. Ой, монстера? Да. Ну, Это монс- Такая же, как это. Нет, это монстера. Я думала, это монстера тайское созвездие, но это не тайское. Это монстера, видно, Альба. Ну, посмотрим, что у нас себе покажет. У монстеры обычно очень хорошие корни бывают. Вот, видите, не то, что у лаказии. Тоже пойдет она у меня пока на водный полив, что она слабенькая. А потом просто, может быть, пересажу в грунт, как ее братьев и сестер. Очень хорошо растут в грунте у меня. Листья повыпускали. Очень хорошо. Вот, тайское созвездие у меня такое же. Грунт минеральный. Крупный есть и мелкий есть. Все в куче, все вместе. Так мы его аккуратно корни поставим. Показывай, Игорь Иванович. А тут ты так сам смотришь с интересом и ничего не показываешь. Ну, что же интересно, да. Вот. И будет он у меня. Потому что вот маленький горшок чуть-чуть прозевал, он раз и засох. Вот. Тоже вот эти горшочки у меня с тему очень хорошие. Ну, вытаскивать, когда они с водой, очень трудно, я вам скажу. Вот этот вот. Ну, не вытаскивай. А я не вытаскиваю. Что, уже все, что ли? Ну, да. Вот это я сегодня. Вот. Молодцы мы, да, с тобой? Особенно я. А я? Вот. Ну что, мы прощаемся с вами. Надеюсь, вам все понравилось. Мы немножко еще после праздника в себя не можем прийти, но не обращайте внимания, мы не профессиональные дикторы телевидения. У нас, как бы сказать, развлекательный немножко канал и про цветы. То есть я могу про цветы долго рассказывать, но кому это интересно? Мне самой даже не будет интересно. Ну, есть и есть. Вот. Так что мы прощаемся с вами. Всего вам хорошего. Подписывайтесь, кто не подписался. Мы рады новым нашим подписчикам. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Обнимаем еще раз крепко, целуем. Гипотетически, Валя. До свидания. До свидания.